На моем канале вы можете найти несколько обзоров интересных девайсов от бренда Mono, которыми я пользуюсь до сих пор по сей день. Это и микшер Mono C2 Neo, через который вы слышите меня в каждом, абсолютно каждом ролике. Ну а если речь доходит до обзоров, то меня выручают маленькие беспроводные петлички Mono Wave T1 Mini. Сегодня же я расскажу вам и обязательно покажу новый девайс, новое устройство от бренда Mono. Это динамический микрофон, который вы прямо сейчас уже слышите, но это не обычный микрофон. Его особенность в том, что он может работать в абсолютно беспроводном режиме. Добрый день, дорогие друзья, подписчики и зрители канала, меня зовут Даниил. Микрофонный комплект Mono PD200W. Начнем с распаковки, а точнее с комплектации, потому что у меня все уже распаковано и установлено. Комплект поставляется вот в такой вот немаленькой коробке. Внутри вы сможете найти сам микрофон с интегрированным в него уже креплением типа паук, микрофонную стойку, которая у Mono продается отдельно, но в этом, так скажем, бандле решили ее положить, и это очень-очень здорово. Кабель USB Type-C на Type-A с переходником на Type-C, переходничок для различных вариантов подключения через, опять-таки, разъем Type-C, и вот в такой вот маленькой отдельной коробочке тот самый волшебный ресивер на 2,4 Гц, который позволит этому микрофону работать в беспроводном режиме. Ну и, конечно, пара инструкций для того, чтобы все правильно подключить и корректно использовать. Сам микрофон, как я уже и сказал, динамический и имеет кардиоидную диаграмму направленности. В данный момент вы слышите меня абсолютно без какой-либо обработки. На корпусе самого микрофона расположена механическая кнопка мьюта, то есть включение и отключение микрофона, а также энкодер для регулировки чувствительности микрофона или мониторинга звука в режиме реального времени, ведь плавно перейдем на его нижнюю часть, на ней находится 3 разъема USB Type-C, XLR и непосредственно 3,5 мм разъем для того, чтобы подключить наушники и слышать себя в режиме реального времени, чем я прямо сейчас и занимаюсь. На самом деле мониторинг звука прямо здесь и сейчас очень важен, ведь вы сразу слышите, что у вас потом в конечном итоге будет на записи. Помимо этих 3 разъемов, на нижней части микрофона присутствует также механическая кнопка регулировки подсветки, которая располагается на микрофоне очень таким изящным, небольшим и не отвлекающим внимание ободком. Помимо ободка вокруг всего микрофона с RGB подсветкой, также вокруг энкодера есть немножечко светодиодов. С помощью этой кнопки подсветку можно настроить, а также выключить совсем. Ну и помимо механической кнопки, подсветкой можно распорядиться в специальном программном обеспечении MonoLink, к которому мы чуть-чуть позже с вами обязательно перейдем. Про пантограф отдельно чего-то сказать я не могу. Единственное, отмечу очень качественный материал и достаточно толстый металл, что позволяет пантографу держаться на столе и держать то, что на него цепляется, очень и очень надежно. Микрофон совместим абсолютно с любым устройством, в распоряжении которого есть разъем USB Type-C или Type-A. Стоит уделить отдельное внимание вот этому малюсенькому ресиверу, который подключается к вашему телефону, к камере, к планшету, к ноутбуку, к чему угодно с помощью разъема USB Type-C. И на корпусе этого ресивера есть еще один разъем того же самого USB Type-C. Потому что представьте, если у вас телефон или планшет, в нем только один разъем, то чтобы заряжать это устройство и бесконечно, можно сказать, пользоваться, да, им, стримить, я не знаю, там разговаривать, записывать что-то, в ресивер вы подключаете зарядку и спокойно ваше устройство заряжается не в ущерб, так сказать, всему остальному процессу. Абсолютно такой же ресивер у беспроводных петличных микрофонов Mono Wave T1 Mini. Удивительно то, что в беспроводном режиме этот микрофон способен работать до 60 часов, а его ресивер способен улавливать звук на расстоянии до 60 метров. Я вам обязательно сегодня продемонстрирую беспроводной режим работы данного микрофона, ну а пока что предлагаю послушать второй вариант записи, а именно при подключении микрофона через XLR кабель во внешнюю звуковую карту, то бишь в микшер тоже от Mono C2 Neo, который называется.
Сейчас микрофон подключен через XLR. Это, так сказать, менее удобный, но зато более высококачественный метод записи. Почему менее удобный? Да потому что для него нужен внешний аудиоинтерфейс. И чтобы вы сравнили качество записи, ведь вся предыдущая часть ролика была записана через USB, я проговорю небольшой текст, и вы, надеюсь, уловите эту самую разницу. Mono PD200W гибрид поддерживает 3 режима подключения: проводной USB Type-C, XLR и беспроводное 2,4 ГГц. При подключении по USB девайс работает по принципу Plug and Play, то есть сразу же готов к работе, при этом активны все функции микрофона и подсветка. Режим XLR, через который мы сейчас с вами слышим друг друга, требует наличия внешнего аудиоинтерфейса или микшера, обеспечивает более стабильную передачу и лучшее качество звука. Однако подсветка микрофона гаснет, а клавиши становятся неактивными. По поводу клавиш согласен, они становятся неактивными, но подсветку все-таки можно хитрым способом оставить работать, дав понять микрофону то, что он подключен по беспроводному принципу, и на внутренних аккумуляторах все-таки подсветка это будет работать. К сожалению, недолго, но тем не менее, я думаю, что это не главное, ведь главное качество звучания и удобство расположения микрофона на вашем рабочем месте. Сейчас я предлагаю вам вернуться к записи моего голоса через USB Type-C и посмотреть на функции, которые нам предлагает программное обеспечение MonoLink. Итак, мы в специальном программном обеспечении от Mono под названием MonoLink. На главной странице, само собой, распознается единственный подключенный в данный момент микрофон, Plug and Play, как я уже и говорил. Никаких драйверов не надо, ничего, все подключили и сразу же распознается. Здесь у нас есть 3 интересные вкладки под названием Basics, Synths и Lights. На первой вкладке мы с вами вручную можем отрегулировать уровень чувствительности микрофона и громкость мониторинга в наушниках или любом другом устройстве, подключенных через 3,5 миллиметровый разъем. Здесь также есть 3 уровня шумоизоляции, ну и, соответственно, можно выбрать, через что вы будете слышать звук. Либо в подключенные как раз-таки наушники у вас будут идти и системные звуки, либо через какое-то другое устройство. Смотрите, интересное здесь есть интересные отметки в плане регулировки чувствительности микрофона. Здесь расписано, разделено на 3, так скажем, уровня, которые помогают вам понять, на каком расстоянии при выставленной той или иной чувствительности нужно говорить от этого микрофона. Это динамический микрофон, и очень важно выбрать его чувствительность и грамотно подобрать расстояние от вас до самого микрофона, до самого капсюля, потому что, почему это важно? Во-первых, чтобы хорошо было слышно вас, во-вторых, чтобы не было слышно никаких перегрузок, а в-третьих, чтобы микрофон, поскольку он динамический, не улавливал все посторонние звуки, в отличие от каких-нибудь конденсаторных микрофонов. Вот сейчас, например, у меня стоит дефолтная настройка, и говорит она нам о том, что нужно на расстоянии от 11 до 30 сантиметров от микрофона говорить. Ну вот я примерно сейчас, наверное, на расстоянии 10 сантиметров. Насчет 30 я не знаю. Я думаю, что это уже как-то, на этой настройке слышно будет не очень. Ну а если я выставлю чувствительность на максимум, то здесь уже точно можно говорить на расстоянии и 30, и более сантиметров. И сейчас вы даже, наверное, услышали вентилятор, который остужает камеру, шум системного блока, потому что чувствительность прямо у него на самом деле высокая. Но чтобы не травмировать ни вас, ни качество записи, я предлагаю вернуться к дефолтной настройке и попробовать несколько режимов шумоподавления, да, соответственно, у нас здесь есть первый уровень, назовем его так, в котором практически не слышно этого эффекта. Есть уровень средний, в котором уже микрофон внутренним процессором, а точнее процессором вашего компьютера и возможностями этого программного обеспечения начинает потихонечку удалять шумы какие-то фоновые между вашими словами. Ну и давайте попробуем включить агрессивный прямо режим. Я сейчас слышу плохо, но уверен, что вы сразу же слышите разницу. И вот в этом агрессивном, так называемом, да, режиме шумоподавления, я думаю, я бы настоятельно не рекомендовал вам вообще работать, записывать и делать что-либо с этим микрофоном, потому что я знаю, как работают эти режимы шумоподавления. Если настройка выставлена на максимальный уровень, то микрофон прям вот максимально пытается удалить все шумы между вашими словами, тем самым задевая первые и последние буквы слов.
И из-за этого речь становится, ну, немножко такой какой-то в моментах прерывистой и приглушенной. У меня пускай будет тихо, у меня все нормально, поэтому без шумоподавления мы с вами обойдемся. Про это я сказал, можно выбрать, сказал или не сказал, не помню, но повторю, можно выбрать то, откуда вы будете слышать и себя при мониторинге, да, и системные звуки. То есть через этот разъем можно сделать так, чтобы вы и системные звуки через наушники сразу же слышали. Вторая вкладка — сцены, так скажем, да, режимы эквалайзера. Здесь есть 3 предустановленных режима: оригинальный, подкаст, игра и пение. Ну и, соответственно, сейчас давайте вот так вот попробуем включить режим подкаста. Я сейчас плохо слышу, но вы, уверен, услышали какую-то разницу. Напишите в комментариях, как вам, то есть, ну, в каком, например, режиме лучше: в предустановленном оригинальном, точнее не предустановленном, а просто в оригинальном режиме, где вот такая вот плоская кривая, да, в режиме подкаста. Это то, что мы привыкли слышать на ютубе у каждого абсолютно практически. Режим игры, не знаю зачем, но тем не менее послушайте и его, возможно, вам понравится. Ну и режим пения. Кто будет его использовать, я не знаю. Возвращаемся к оригинальному пресету, и также помимо того, что можно использовать 4 уже готовых, можно создать и свой собственный, например, любой. И что? У меня уже есть такой, я уже пробовал. Создаем, например, свой пресет, и тут уже спокойно сами все вот это вот выстраиваем так, как нам надо, так, как вы захотите, и так, как вам будет нравиться звучание вашего голоса. Ну и последняя вкладка — это Lights. Здесь можно сделать все с подсветкой, выбрать статичные режимы, да, выбрать переливание, выбрать яркость и так далее. И можно совсем выключить эту подсветку. Я думаю, что вы это сейчас на камере прекрасно видите, как это работает. То есть если не так часто уже с этой подсветкой играться, да, можно один раз выставить ее в программе, и все, и не надо будет постоянно в режиме там в реального времени зачем-то вот клацать по этим механическим кнопкам. И пока мы здесь, давайте я вам продемонстрирую то, насколько хорошо будет слышно вас, если вы, допустим, будете сидеть, стримить, играть там в Дискорде или еще где, и решите вдруг выключить микрофон. Будет слышно это все примерно следующим образом. Я буду говорить. Микрофон нам 3 раза просигналил красным цветом, это означало то, что он выключился, но и вы слышали все-таки механическую кнопку, ударившуюся в корпус этого микрофона. То есть в отличие от сенсорных, где можно просто абсолютно бесшумно, так сказать, уйти из вида, здесь этого сделать, к сожалению, не получится, но я не думаю, что это прямо нужно так делать срочно. Также можно вот здесь. Здесь вот все, понятное дело, бесшумно происходит, потому что это все делается с помощью программы. Ну и, соответственно, теперь давайте перейдем к самому интересному, а именно протестируем то, как этот микрофон работает в режиме, в беспроводном режиме. И, кстати, вот этот переходничок, он очень важен, потому что у ресивера разъем USB Type-C, а вдруг у вас ноутбук, а на нем, ну, какой-нибудь такой, знаете, не самый новый ноутбук, а на нем нету разъема USB Type-C. Просто-напросто вот сюда, все. С одной стороны Type-A, с другой стороны вот так вот Type-C, и, пожалуйста, у вас готовое решение. Все, поехали тестировать. Итак, в данный момент микрофон работает в полностью беспроводном режиме. Я специально снял его с пантографа, чтобы продемонстрировать вам, что действительно никаких проводов здесь, кроме вот этого вот провода, который идет мне в ухо, наушник, нету. Сейчас к телефону подключен трансмиттер, и, соответственно, через обычный диктофон запись идет абсолютно вообще без каких-либо проблем. Я могу оставить вот здесь вот вам трансмиттер с этим, с телефоном, все, вот он здесь будет лежать. Сам могу отойти на какое-либо расстояние, и, соответственно, все это будет записываться. Сейчас попробую просто уйти, прогуляться по комнате, зайти в соседнюю комнату, соответственно, уже через стенку от этого трансмиттера уйти. И, как заявлено, 60 метров максимально может этот микрофон и этот трансмиттер, точнее ресивер, ловить. Но
все-таки мы все прекрасно понимаем, что 60 метров — это прямо максимум при каких-то идеальных условиях. На самом деле до 15-20 метров при ясной, так скажем, погоде, при отсутствии каких-либо помех, да, и каких-то препятствий вы сможете нормально, без задержки, без потери качества записывать. Но в любом случае это очень удобно, потому что не надо никаких проводов, не надо никаких микшеров и так далее. Просто если у вас подкаст, например, если вы любите этим заниматься, и если у вас все время возникал вопрос, да, как же себе сделать более удобным проведение этого формата, пара микрофонов абсолютно без каких-либо проблем в компьютер, в ноутбук, в планшет, да куда угодно вы этот ресивер вставляете, и он у вас будет работать. Вот такие вот дела, вот такие вот чудеса. Напомню, до 60 часов может он вот так вот в беспроводном режиме работать. Да даже не для подкаста, даже для игры, для записи, чтобы не болталось здесь никаких проводов. Все это очень удобно, все это очень и очень здорово. Вот такие вот дела, вот такая вот красота. Я думаю, что пора подводить итог всему сказанному в этом ролике. Безусловно, это очень удобный, очень интересный и очень функциональный микрофон, который поможет облегчить вам ваши повседневные задачи. Ну а ознакомиться с этим устройством еще более подробно, а также приобрести его вы сможете по ссылке, которая находится и в описании, в первой строке, и в закрепленном комментарии. Ну а на сегодня у меня на этом все. Всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, не болейте, будьте здоровы, берегите себя и близких. Всем удачи, всем пока.